14 октября вступил в силу приговор Верховного суда Удмуртии в отношении 63-летнего вора в законе Омара Бекаева, который отбывает наказание на территории республики. Еще в августе осужденный, известный в преступном мире как Омар Уфимский, был признан виновным в занятии высшего положения, в преступной иерархии и дезорганизации деятельности исправительного учреждения, статья 210.1 и часть 2, статьи 321 Уголовный кодекс Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Следственное управление Следственного комитета России по региону. Следствием и судом установлено, что в период до 1999 года обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, получив статус вора в законе. После введения с 12 апреля 2019 года уголовной ответственности по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации обвиняемый сохранил указанный статус, находясь в местах лишения свободы, в том числе на территории Удмуртской республики, продолжил осуществлять соответствующие своему положению функции, говорится в сообщении. Напомним, в 2019 году Бекаева приговорили к 2 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и отправили отбывать наказание в одну из колоний Удмуртии. В самом начале срока он по малозначительному поводу оскорбил сотрудника исправительного учреждения и применил в его отношении неугрожающее жизни и здоровью насилие, пригрозив повторить это и в дальнейшем. В полном объеме он вину не признал, однако суд счел представленные доказательства вины Бекаева достаточными для вынесения приговора. Его приговорили еще к 11 годам и 2 дням лишения свободы и штрафу в размере $500 000 рублей. В пресс-службе МВД по Удмуртии комсомолки пояснили, что уголовное дело по статье 210.1 Уголовный кодекс России «Занятие высшего положения в преступной иерархии» было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками МРО по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального МВД и Управления ФСБ по Удмуртской республике.